Привет, физкультурники! Итак, я хочу с вами сегодня обсудить очень интересную тему, которая вот прямо сейчас со мной произошла. Как пришла? Это иногда происходит, но сегодня я что-то ехал домой и после работы и решил как раз вот у меня тут, смотрите, лес вокруг, заехал, смотрите, красота, тишина. Ну, тут какая-то площадку я нашел, чтобы можно было сесть за стол нормально. А так вот вокруг один лес. Тишина, красота и покой. Вот, это то, что мне сейчас как раз и нужно. Итак, тема тренироваться или не тренироваться на фоне усталости. Давайте так, что значит на фоне усталости? То есть усталость бывает разная, да? Грубо говоря, если вы устали от того, что вы просто потренировались, я с вашего позволения буду кушать. И также, друзья, вы, кто кушает, как раз сейчас утро, приятного всем аппетита. Надеюсь, вы также питаетесь полезно. Потому что еще на природе, на свежем воздухе вообще потрясно завтракать. Так вот, усталость бывает первого типа. Это когда усталость, скажем, после тренировки, усталость в мышцах, да, вы чувствуете, что вы, может быть, чуть-чуть недоостановились. Вот, может быть, мышцы чуть-чуть болят. И в таком случае, то есть, если вы держите какое-то там определенное программирование своих тренировок, и да, бывает тело уставшее, бывает чуть не доспали, бывает что-то всякое такое, то всегда можно, например, приостановиться. Что значит приостановиться? То есть, например, если у вас по программе сегодня какая-нибудь тяжелая тренировка, вы чувствуете, что мышцы ноют, болят, вы устали, вам тяжело тренироваться, то вы можете просто ее чуть-чуть изменить. Да? То есть, скажем, вы можете сделать ту же тренировку, но уменьшить чуть-чуть веса. Или просто взять ее чуть-чуть изменить и сделать ее более легкой. То есть всегда можно подобрать что-то, лишь бы не пропускать тренировку. Также бывает и наоборот, кстати, когда у вас должна быть тяжелая, когда у вас наоборот должна быть легкая тренировка, вы чувствуете, что у вас наоборот прет сильно, прямо через все края выливается энергия, и вы чувствуете, что легкая тренировка для вас будет слишком легкая, и она просто будет потрачена зря, вы всегда можете чуть-чуть подизменить, скажем, сделать ее тяжелой. Да, там увеличить веса, увеличить интенсивность и просто сделать ее более тяжелой. Такие типы усталости, ай, блин, мухи гадкие, засранцы мне в еду лезут. Так, я не могу кушать и говорить, поэтому, извиняюсь, секунду, я закрою, чтобы мне мухи тут не лазили на еду. Вот. И вот в таком случае это еще чуть-чуть подизменить тренировку, но все же ее сделать, это кажется нормальным и все хорошо. Но бывает усталость, как вот у меня сейчас с утра я что-то поймал, и это вот какая-то психологическая, да, то есть я вчера вроде нормально ел. Я даже сегодня с утра был выспавшийся, то есть вот я пользуюсь вот ВУПом, да, и он мне показал, что у меня восстановление там, по-моему, почти 80%, то есть я в зеленой зоне, вроде бы восстановившийся. Мышцы у меня не так, чтобы сильно болят, ну так, тут и там чуть-чуть поднывают, но таких болей нет. Но при этом психологически просто вот как будто бы нету сил, опустошенность. Каждую секунду глаза приходится держать, чтобы просто не вырубиться на ходу. Как-то странное вот такое состояние, непонятное. Вот. И вот что делать тогда? Тренироваться или не тренироваться? А если тренироваться, то что делать? Честно сказать, я не знаю правильный ответ на этот вопрос. Я в конце концов решил, что я не буду сейчас тренироваться. Да? Я решил, что я сейчас еду домой, отдыхаю, кушаю. Кроме того, друзья, еще надо взять в расчет то, что у нас сейчас лето, у нас очень жарко, а жара еще очень сильно действует на тебя тоже. И это еще добавляет вот этой всей сонливости и усталости. Так вот, я решил, что я приеду домой, отдохну, и если вечером, часиком где-то к 7 вечера, когда, по идее, уже солнце будет заходить, и там будет чуть-чуть становиться прохладнее и свежо, я почувствую себя нормально, я сделаю максимум какую-нибудь тренировку дома. То есть я могу выйти, поехать на море, пойти просто побегать, что-нибудь легкое такое, да, чтобы просто подвигаться, а не просто уж совсем ничего не делать. Хотя, с другой стороны, просто совсем ничего не делать, это не означает плохо. Это тоже нормально, это тоже нужно иногда, это тоже нужно отдыхать. Это тоже нужно делать. Вот. Но я решил, что если будет все нормально, я просто вечером возьму, пойду побегу, там у нас есть везде турники, брусья, может быть, сделаю что-нибудь на турнике, на брусьях, тем более у меня сегодня должна была быть тренировка именно гимнастическая, да, а в гимнастике очень много статики, по крайней мере в той, которую сейчас я делаю, там достаточно много статики и тренировки достаточно тяжелые, вот.
И поэтому я решил немного отдохнуть. И вот по дороге домой я ехал, а у меня место, где я работаю, оно вокруг окружено горами, лесами, как я вам только что показал. Тут очень классно, тихо, спокойно и в тени не жарко. И я вот решил остановиться, записать это видео для вас и заодно позавтракать на улице, так чтобы чуть-чуть попробовать зарядиться энергией и как-то выйти из этого дурацкого состояния. Но вопрос остается открытым. Стоит ли в таком состоянии тренироваться или нет? Я считаю, что по большому счету вы должны как бы чувствовать себя, и вы должны понимать, если вы сейчас начнете тренироваться в таком состоянии, когда у вас вот психологическая усталость, даст ли вам это что-то? То есть, насколько вы сможете действительно переключиться и оттренироваться. Если вы понимаете, что вы можете, даже если не на 100%, ну процентов на 80, скажем, хотя бы, да, вы можете включиться в тренировочный процесс. Он, да, вам что-то даст, вы сделаете, может быть, чуть полегче. Но да, от него будет какой-то положительный, хороший отклик. Я думаю, что стоит сделать. Если вы в этом не уверены, я думаю, что стоит притормозить. Взять спокойно отдых, день отдыха, ничего страшного из этого не случится, никуда ваши там всякие достижения физические, какие-то там качества, да, не посыпятся, все будет нормально. Но взять отдых, отдохнуть спокойно, там, может быть, лечь пораньше поспать, может быть, лучше чуть-чуть покушать, да, побольше восстановиться. И максимум завтра, скажем, там, или на следующий день, да, просто сделать тренировку уже более сильную, мощную, да, так, чтобы... То есть, если вы уже день отдохнули, то постараться сделать более сильную тренировку, даже если у вас она запланирована более легкой, и вы чувствуете себя после этого отдыха нормально, значит, сделать ее чуть-чуть более активной, с более высокими весами, да, и с более высокой интенсивностью. Вот. Потому что, в конце концов, я думаю, что в таких вот ситуациях каждый должен решать сам, и решать он должен не типа, я рискну, я попробую. Нет, потому что у меня были такие случаи, когда я рисковал, когда я решил, ну ладно, такое состояние, я все равно потренируюсь, и потом это заканчивалось тем, что я просто, например, там через 15-20 минут тренировки, я понимал, что ничего не идет, что мне ничего не лезет, что я не хочу, ничего поднимать, я просто останавливался и складывался и шел домой, да. Я не хочу такое делать опять, я не хочу пробовать, я понимаю, что я не готов рисковать, я лучше возьму, как я сказал, день отдыха, максимум, если к вечеру отойду, потренируюсь вечером. Поэтому, друзья, здесь вы должны очень хорошо чувствовать себя, вы должны понимать, в состоянии вы это делать и решить, делать или нет. Кроме того, это еще такое состояние, которое нельзя путать с общей усталостью. Вот как я раньше сказал, даже не то, что там мышцы были, да, а бывает вот просто какая-то общая усталость, но она не в голове, а она больше в теле. У меня такое тоже, кстати, было один раз. И мне тогда друг пациент говорит, смотри, ты целый день ничего не делал, а мы тогда действительно целый день просто ничего не делали. У тебя усталость на фоне того, что ты ничего не делал. Поэтому ты вот такой вот расклеенный. Пойди в зал, попробуй. И я тогда его послушал, пошел в зал, и знаете, я удивился, потому что буквально через минут 20 после того, как я начал тренировку, у меня вдруг начала появляться энергия, я проснулся, и я тогда бомбанул очень крутую, хорошую, сильную тренировку. Поэтому вот этот момент тоже очень важен. То есть нужно понимать, какая у вас усталость. Да? Если это просто болят мышцы, но они прямо не там до такой степени, что вы не в состоянии руку поднять. Да? У вас просто болят мышцы после тренировки, значит можно тренировку чуть-чуть подкорректировать и сделать. Если у вас какая-то общая усталость, такая сонливость только потому, что вы там целый день ничего не делали или еще там, не знаю, там дурью маялись, да, то в таком ситуации, если вы физически не работали, то в такой ситуации обычно это просто усталость от того, что вы ничего не делали. Надо взять себя в руки, немножко заставить в начале, и поверьте мне, оно чем больше будете, что называется, знаете, что, как говорится, аппетит приходит во время еды. Вот это именно вот тот случай, когда вы начинаете тренироваться, и у вас начинает появляться энергия, вы влетаете в тренировку. И третий вариант, это вот как сегодня то, что у меня было, вот я чувствую, что в башке просто вот ноль, ничего. Она тяжелая, она сонливая. Тело нормально, тело только дай сейчас что-нибудь потягать. А вот голова нет, она не готова вообще что-либо делать. И вот в такой ситуации, друзья, я думаю, как раз вот если вы можете различить между ними, вот в такой ситуации лучше, думаю, что всегда чуть-чуть притормозить и лучше лишний день отдохнуть. То, что он пойдет вам только в плюс, это я вас уверяю, это точно. Поэтому, друзья, не всегда спешить, это правильно. Иногда лучше притормозить, сделать, может быть, даже шаг назад.
Иногда лучше лишний раз отдохнуть, иногда лучше лишний раз сделать какую-нибудь тренировку более легкую, не всегда убиваться в зале. Тренировки это хорошо. Я даже наоборот знаю людей, которые пропагандируют, что не всегда хорошо тренироваться 5-6 раз в неделю. Если тебе заходит, тренируйся хоть каждый день. Если ты восстанавливаешься нормально, ты чувствуешь себя хорошо и тебе заходят тренировки, нет проблем. Но есть люди, которые наоборот тренируются по 4 раза в неделю, и они прогрессируют. Да, понятно, что если там ты профессиональный атлет, ты тренируешься там на всяких серьезных соревнованиях, то 4 раза в неделю, скорее всего, тебе не хватит для серьезных соревнований. Может быть, на каких-то местных. Да, но в любом случае есть люди, которые тренируются 4 раза в неделю, и они умудряются прогрессировать, потому что им нужно больше времени для восстановления и отдыха, и им хватает этого. Есть люди, которым этого будет не хватать. Поэтому, друзья, всегда нужно понимать, какая наша цель, чего мы хотим достичь. Не всегда спешить, сломя голову, поперед батька в пекло, что называется, да, и пытаться, вот лишь бы сделать, а вот если я не сделаю, это плохо. Нет, наоборот, всегда, иногда, как я сказал, лучше иногда сделать остановку, может быть, даже шаг назад, для того, чтобы отдохнуть, восстановиться и с новыми силами вдать, так сказать, по тренировочному процессу полной мощью вашей энергии. Поэтому, друзья, еще раз, всегда пытайтесь правильно, мухи достали, слушайте, это просто кошмар какой-то. Всегда достали, это точно, мухи всегда достали. Всегда пытайтесь анализировать и понимать правильно, какая у вас усталость, что пошло не так, что вы в состоянии сейчас сделать, и уже исходя из этого делайте. Ну, на этом будем заканчивать, друзья. Надеюсь, это видео вам помогло. Как всегда, лайки, подписки. Друзья, вам не трудно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. И давайте уже наконец-то наберем чуть больше подписчиков, потому что набирается, к сожалению, очень мало. Поэтому я вас очень прошу, подписывайтесь, друзья. Просите друзей подписываться, чтобы подписчиков было все больше и больше. И тогда это видео будет смотреть больше людей, и это будет распространяться еще на большее количество людей. И, как я сказал, для YouTube это полезно. Да пребудет с вами сила, народ. Пока.